Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Сначала хочу вам посоветовать дружественный нам, молодой, но амбициозный канал под названием «Планета Земля». Если вам не хватает брутальности, экспрессии, скорости звука, то вам на канал «Планета Земля», где собирают видеоэнциклопедию не только про животных. Господа, настала пора рассказать вам не только о котиках. И сегодня я хочу рассказать об очень милой и совсем не страшной ящерке, которая, помимо всего прочего, еще и неимоверно полезная, что я усвоила, живя в Юго-Восточной Азии. Итак, встречайте геккона, но не простого, а самого большого в мире геккона, гигантского геккона-бананоеда. Но почему он гигантский, вы уже поняли, а почему он бананоед, вы точно догадаетесь. Кстати, из-за своих складок ящерицу еще называют шарпеем в мире рептилий. Капитан Очевидность напоминает, что гигантским бананоеда назвали не просто так. Пребывая в многолетней самоизоляции, он преисполнился в познании настолько, что отрастил увесистую тушку длиной до 40 сантиметров, при том, что средний максимум геккона вдвое меньше. Для того, чтобы стать большим и сильным, у геккона есть все условия. На архипелаге, где он проживает, минимум хищников и максимум еды. Явление, когда островное животное становится больше, чем его сородичи на континенте, называется островным гигантизмом. Это когда животные, живущие на изолированных островах, часто имеют тенденцию увеличивать свои габариты в течение нескольких поколений. Рептилии это, несмотря на свою внешность, совершенно не опасно для человека и легко адаптируется к содержанию в неволе. Ее охотно содержат в частных коллекциях любителей экзотики. Гигантский геккон-бананоед – это эндемик Новой Каледонии, расположенный в южной части Тихого океана, маленьком архипелаге на краю света, чуть восточнее Австралии. В естественных условиях за пределами этого острова и окружающих его маленьких островков он не встречается. А кто такие эндемики, все помнят. Это те животинки, которые напрочь отказываются переезжать из родного дома. Несмотря на внушительные габариты, найти рептилоида непросто. Мало того, что он живет в опе мира, так еще и поселился любитель бананов в дремучих джунглях. Чтобы оставаться под прикрытием камуфляжа джунглей всегда, геккон обзавелся кучей дополнительных опций. Например, камуфляжный костюм, идеально имитирующий кору местной растительности. А чтобы по этой растительности лазить, бананоед обзавелся другой модификацией – лапками-присосками. На пальцах геккона не просто присоски, а очень тонкие волоски длиной всего 0,1 мм. Они очень плотно размещены. На 1 квадратный сантиметр приходится 5 миллионов щетинок. Цепкие подушечки на пальцах и хвосте прилипают практически к любому материалу – металл, древесина, стекло, гранит и при любых условиях – под водой или в вакууме. Более того, гекконы могут удержать себя на весу даже одной лапой. Умение появляться из ниоткуда в любых местах впечатлили местных до глубины души. Они наделили геккона сверхъестественной силой и прозвали злым духом леса, который кусает человека за шею и высасывает его душу. Опять эти суеверия обезьяноподобных. Завершают список шпионской экипировки геккона-бананоеда суперские глаза ночного видения. Гигантские окуляры улавливают малейший источник света, что позволяет геккону ориентироваться в, казалось бы, кромешной тьме. Из-за того, что глаза рептилии приспособлены к ночному образу жизни, на свету их зрачок сужается настолько,
что кажется, будто у них его нет вообще. Как вы могли догадаться, наш любитель бананов ведет ночной образ жизни. Днем ленивый добряк отдыхает, укрывшись в норе или дупле, а с заходом солнца ящерка отправляется в ночной поход к холодильнику, где помимо всяких жучков, паучков, комаров и мух, геккон с удовольствием лакомится плодами, листками, цветами, естественно, бананами, за что и получил свое название. От перманентного поедания бананов бананоеда может отвлечь лишь одна вещь – другой бананоед. Наши хладнокровные друзья – животные территориальные. Самец и самочка могут более-менее ужиться без домашнего насилия, но пытаться свести двух самцов вообще плохая идея, ибо эти мирные рептилоиды порвут друг друга в мясо. Еще одна причина прервать обед – это желание любви. Рептилии практикуют эти удовольствия несколько раз в году. Романтики из бананоедов так себе, поэтому мужчинка удерживает невесту силой, а порой соитие заканчивается плохо. Спустя 40-50 дней вынужденной беременности мамочка-самочка спускается на землю и ищет укромное место, чтобы отложить 1-2 яйца. На этом забота о потомстве заканчивается, и мадам с чувством выполненного долга уходит обратно на дерево. Если кладку не сожрут хищники, спустя 2-2,5 месяца на свет появляются вполне самостоятельные малыши. С рождения готовые кушать бананы, лазать и защищаться от флоры и фауны джунглей. А теперь немного расстроим любителей этих красавцев. Шарпей из мира рептилий стоит как минимум $500, и это без должного оборудования в виде террариума, лампы и прочей мебелировки. Зато в содержании гигантские бананоеды неприхотливы. При соблюдении должных условий гигантские ящерки живут около 20 лет, и вообще сочетание крупных размеров, относительно покладистого характера и запоминающейся внешности делает гигантского бананоеда желанным приобретением для любого террариумиста. Так что если вы любитель экзотики, бананоед однозначно ваш выбор. А еще у любителя бананов очень нежная чешуя, поэтому бананоед мягкий и приятный на ощупь, так что готовьте ваши денежки. Кстати, в Азии гекконы в принципе полезны из-за того, что питаются насекомыми, поэтому если они живут в доме, то это хорошо, ибо азиатские насекомые – это адский парк юрского периода. А вы бы хотели такого шарпея дома? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!